Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу сумочку, которая прекрасно смотрится в любом размере. Вот это изделие послужило для меня референсом. Прикрепляю для вас фотографию. Я связала сумку для телефона. При этом эта сумка послужила чехлом для моей старой сумочки из кожзама. Посмотрите, как здорово, колоритно смотрится. Это изделие просто получило вторую жизнь в моем гардеробе. И также я связала сумку побольше с мешком подкладой на утяжке. Здесь я использую два вида материала, и то и другое рафия. Это рафия потоньше, это рафия поплотнее, потолще. Это рафия андария, 100% вискоза, то есть такое изделие можно смело стирать, оно тканевое. Это рафия 100% целлюлоза, то есть бумажная рафия, ее можно подвергать только тепловой обработке. Все необходимые ссылки и данные, как всегда, оставляю под этим видео. Вы можете связать изделия поменьше, изделия побольше, используя два вида узора. В этом видео я подробно показываю, рассказываю, как связать узор нижней части изделия. Посмотрите, это очень красивые, похожие, повторяющие форму веера пучки из столбиков с одним накидом. И второй вид узора — это такие пирамидки, комбинируя которые получается очень интересный вариант. Все необходимое остается в описании: расход, размеры, все характеристики изделий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок так, чтобы короткий край оказался перед работой. Подхватываю длину рабочей нити и формирую первую петлю. Мне потребуется 30 воздушных петель для изделия в моем размере. Шаг узора 8 петель по кругу. Если вы хотите изделия больше, к 30 прибавляете количество петель кратное 8. И наоборот, меньше отнимаете количество петель кратное 8. Готово. На этом этапе мне потребуется еще одна дополнительная петля. Это петля подъема на следующий ряд. Я перехожу вязать ряды по кругу. Вставлять крючок буду в заднюю перемычку по кромочной косе, пропуская подъемную петлю. То есть точек для провязывания у меня остается 30, как я и запланировала. В каждую заднюю перемычку я провязываю столбик без накида. Я приблизилась к окончанию ряда, и в последнюю точку, для того чтобы повернуть на противоположную сторону, я провязываю сразу 3 столбика. Первый сюда же, второй и в эту же точку третий. Здесь край начала ввязывается в полотно. По противоположной стороне я вставляю крючок в то же самое отверстие, откуда провязан столбик прямого ряда. Получается за 2 перемычки кромочной косы. Направляю хвостик внутрь ряда и провязываю столбик. Так далее в каждую точку за обе дужки кромочной косы я провязываю столбик без накида. Теперь двигаюсь к этой точке. Я подхожу к той точке, с которой по зеркальному ряду я начинала. И в эту точку, из которой выходит первый столбик, я провязываю 3 столбика еще дополнительно. Первый, второй, третий. Готово. Теперь мне нужно начать следующий ряд. Но он у меня должен начаться с вершины этого поворота, для того чтобы узор изделия был отцентрован. Я ввожу крючок в первую кромочную косу, увожу петлю наизнанку, тем самым соединяю ряд, подтягиваю, выворачиваю. И теперь мне нужно вставить крючок в вершину поворота за обе дужки кромочной косы здесь, и эту введенную петлю тоже подтянуть туда, зафиксировать.
провязываю столбик, вытягиваю петлю и воздушная, первый столбик следующего ряда. Теперь я хочу обратиться к своему узору. Он кажется сложным, но на самом деле вяжется очень просто. Основание сумочки – это узор одного вида. Далее я буду комбинировать. Сумка будет немножко побольше. И я обращаю ваше внимание, что узор основания состоит из двух различных рядов. В первом ряду это веер из столбиков. Он далее смотрится на ножке, выглядит вот так. Вот он и так далее. Следующий вид рядов – это ряд, где практически все петли воздушные. Вот эта линия, которая идет между рядами с веерами, это тоже провязанный ряд, но там практически все петли вяжутся как воздушные. Сейчас у основания я уже вывела первую петлю. Это столбик без накида. Вот он. Далее воздушная. По ходу вязания пропускаю 1, 2, 3 петли. И мне нужно будет в следующую точку, четвертую, провязать веер из 5 столбиков с одним накидом. Делаю сразу накид. Еще раз 1, 2, 3 в четвертую за обе дужки кромочной косы провязываю первый столбик, накид, в эту же самую точку второй столбик, накид, третий, четвертый и накид, пятый столбик. Вот, обращаю ваше внимание, получается такой очень красивый колоритный веер. По изделию он у меня у самого основания. Далее закрепляюсь на один столбик без накида. Снова веер, столбик, веер, столбик. Что характерно, между столбиками у меня воздушная. Воздушная петля. Точно так же 1, 2, 3 в четвертую точку столбик. Воздушная петля. Между фрагментами узора в первом ряду у меня всегда воздушная петля. Накид 1, 2, 3 в четвертую точку. Первый столбик. Второй столбик. Третий в эту же самую точку. Четвертый. И пятый. Готово. То же самое, воздушная петля. 1, 2, 3 в четвертую столбик. Воздушная петля. 1, 2, 3 в четвертую провязываю снова веер из 5 столбиков с одним накидом. Так чередую, иду по кругу. Напоминаю, кратность узора 8 петель. В этом изделии у меня получится 4 веера с одной стороны и 4 веера с другой стороны. На противоположных точках они будут провязаны, то есть зеркально. Если вы набрали правильное количество петель и добавили на поворотах, как я, то очередной столбик, закреп между веерами столбиков, приходится на вершину поворота. Провязываю сюда столбик, воздушная, перехожу на противоположную сторону, 1, 2, 3, и в эту точку, обращаю ваше внимание, она находится противоположно, зеркально точке по прямому ряду. Провязываю снова 5 столбиков с одним накидом. Здесь немножко может собираться полотно, поворачивайте сразу его стенками вверх. Для этого изделия можно навязать донышко любого размера. Главное соблюдать кратность, количество петель, чтобы узор у вас был симметричный. По одной и по другой стороне было одинаковое количество фрагментов узора.
У меня заканчивается первый ряд, и также точно провязываю после веера из 5 столбиков воздушную и делаю соединение. Здесь мне нужно найти на вершине столбик и войти в него в раскол с изнанки. То есть вот столбик имеет 2 галочки. Я захожу с изнанки и увожу петлю на изнанку. Готово. Подтягиваю. Второй ряд начинается со столбика с одним накидом. Накид, снова в эту точку, провязываю основание столбика и воздушную. Это столбик с одним накидом. Этот ряд очень простой, состоит из цепочки из воздушных петель, которая закрепляется в точке вершина веера, столбик без накида между веерами, вершина, столбик, вершина, столбик. Здесь я провязываю 3 воздушные сверху столбика и в центр вершину веера закрепляю столбиком без накида. У меня 5 столбиков, каждый столбик имеет кромочную точку. Вот в центральную я закрепляю столбиком без накида. Готово. Теперь то же самое, 3 воздушные. В эту точку я буду закрепляться столбиком с одним накидом в раскол. Вот она, эта галочка. Прохожу крючком в раскол, выхожу с изнанки тоже между 2 нитей одного столбика и провязываю столбик с одним накидом. Это необходимо для того, чтобы выровнять ряд. Вот смотрите, чередуем. У меня были столбики с одним накидом, это высокий ряд, и короткий столбик, низкий. Здесь теперь я чередую. На вершине высокого ряда провязываю столбик без накида, а на вершине низкого утопленного провязываю столбик с одним накидом. Таким образом, этим вторым рядом у меня выравнивается все изделие. Снова 1, 2, 3 воздушные. Закрепляю столбиком вершину веера. 1, 2, 3 воздушные. Закрепляюсь в утопленную точку столбиком с одним накидом. Точку прокалываю в раскол. Получается вот такие ячейки. Они закладывают основание для следующего ряда. Обращаю ваше внимание, что на высоких точках в этом ряду образуется в следующем ряду веерная часть пучка столбиков из 5. Итак, продолжаю по кругу. 3 воздушные. Закрепляюсь. В зависимости от того, низкая эта точка или высокая. 1, 2, 3. Снова закрепляюсь столбиком с одним накидом. Закончу я в этой точке. Второй ряд почти завершился. Вот как я и говорила, он выровнял край изделия. И здесь сейчас у меня уже провязано 3 воздушные. Напоминаю, ряд начинался со столбика с одним накидом. И в высоту этого столбика мне нужно в раскол сделать соединение. Точно так же ввожу крючок с изнанки. Подхватываю петлю и увожу ее на изнанку. Вот так. Готово. Теперь мне нужно провязать в основании этого столбика, также в ту точку, куда я сейчас вводила, веер из 5 столбиков. Вот они, эти точки, здесь и здесь у меня по рисунку. Я делаю накид. Вставляю крючок туда же, вывожу основание первого столбика и воздушное. Вот это первый столбик ряда. И сейчас в эту же самую точку еще 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Их получается также 5. Теперь повторяется первый ряд изделия, только он повторяется как бы в шахматном порядке. Воздушная после веера,
В эту точку, которая над веером, провязываю столбик без накида в раскол. По аналогии с первым рядом. Помните, мы здесь провязывали веер, столбик, веер, столбик. Здесь то же самое, только в шахматном порядке. Воздушная. В эту точку высокую провязываю сразу 5 столбиков с одним накидом. Прохожу точку в раскол, для того, чтобы такая аккуратная ячейка образовалась. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Снова воздушная, закрепляю столбиком без накида. Воздушная. Далее у меня будет веер. Вот, обращаю ваше внимание, шахматный порядок узора. Чередуются ряды с веером из 5 столбиков и ряды из воздушных петель, которые крепятся на разной высоты столбики. Так я навязываю необходимую глубину этим узором. Сейчас у меня заканчивается 11 ряд. Здесь у меня воздушная и соединение по аналогии. Просто нахожу первую кромочную петлю ряда, увожу наизнанку рабочую петлю и здесь ее фиксирую. Здесь у меня ряд начинался с пучка из 5 столбиков, поэтому мне нужно начать в центральном столбике. Ввожу сюда крючок, подхватываю петлю, подхватываю рабочую нить и вывожу на лицо, провязывая столбик без накида. Все, далее картина может повторяться сколько угодно раз. Но я хочу завершить, поэтому мне следующим рядом, он четный, соответственно, 12 по моему узору, я выравниваю край. Он состоит из воздушных петель. 1, 2, 3. Сюда я закрепляюсь в утопленную точку столбиком с одним накидом в раскол. Готово. 1, 2, 3. Сюда закрепляюсь столбиком без накида. И снова 1, 2, 3. В утопленную точку закрепляю столбиком с одним накидом. Слежу, чтобы крючок проходил в раскол. Тогда будет все симметрично и аккуратно. Вот он, край выравнивается. Завершаю последний ряд для того, чтобы перейти на узор другого вида. Точно так же 1, 2, 3. Здесь нахожу основание столбика и можно здесь просто соединить протяжкой. Так, самым простым способом. Теперь мне нужно выйти на то же самое количество петель, которое было у основания. Напоминаю, у меня 8 петель шаг узора в ширину. И таким образом я буду провязывать столбик в закреп и 3 столбика в окошко, прям подныривая крючком. 1, 2, 3. Готово. Далее за обе дужки кромочной косы столбика, которым я крепилась к своему узору, снова окошко. 1, 2, 3. И за обе дужки кромочной косы столбиком, на который крепится. Вот, окончательно выравнивается край изделия. Снова 3 столбика в окошко, 1 столбик в кромочную точку, 3 столбика в окошко и так далее. Переходной ряд заканчивается, соединяю его таким же способом. В первую кромочную точку увожу петлю наизнанку. Здесь ее можно зафиксировать.
Я перехожу на другой узор, он совершенно другой, у него другой шаг. Я больше не обращаюсь к той половине, которая у меня связана. Кстати, на этом этапе глубина изделия 15 сантиметров. Ширина 22-23 сантиметра. Здесь можно отпарить и уравнять изделие, хорошенько потянув. Итак, здесь у меня раппорт узора в ширину 3 петли. Вяжется 3 столбика с одним накидом и собираются в кучку. Получаются такие пирамидки, треугольники. Тоже чередоваться будут ряды узора и ряд обвязки. Узор, обвязка. Снова потом можно будет перейти к этому узору, как в том референсе, на который я опиралась. Итак, начинаем накид в точку. Провязываю основание столбика с одним накидом и воздушное. Это первый столбик. Далее накид, второй столбик. Я провязываю не до конца. Вот здесь мне нужно еще одно движение. Еще один столбик в следующую точку, тоже не до конца. И вот они, 3 столбика. Я провязываю вместе. Получается треугольник. Воздушная петля, вторая. Между этими пучками, пирамидками, у меня будет по 2 воздушных петли. Снова накид, по основанию не пропускаю ни одной точки. Вот следующая рабочая точка, в нее провязываю столбик не полностью, еще один в следующую точку не полностью и еще один третий столбик не полностью. Таким образом у меня получается на крючке 3 недовязанных столбика и рабочая петля. Провязываю все петли вместе. 2 воздушные. Снова то же самое и так далее по кругу. Столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом. Все столбики не довязываю до конца. Вот они, у меня все на крючке. Провязываю их вместе, 2 воздушных. Заканчивается текущий ряд. Здесь у меня еще 3 столбика, 3 точки. Первый, второй, третий. Провязываю их вместе, 2 воздушные. Я вставила подкладку для того, чтобы на контрасте было хорошо видно, где узор, где петли. Здесь я делаю соединение по аналогии со всеми предыдущими рядами. Вставляю в кромочную точку начала ряда и увожу петлю туда. Следующий ряд от этого узора, он чередующий. Он должен сейчас вернуться к тому количеству петель обычным рядом. В окошке я провязываю по 3 петли. Просто так, воздушное окошко, 1, 2, 3. Готово. Следующее окошко, 1, 2, 3. То есть здесь у меня по 3 в основании, здесь у меня по 3 петли. Количество петель не изменится. Снова в окошко 3 петли и так по кругу. Соединение этого ряда можно сделать любым удобным способом. Я просто протягиваю петлю. Теперь повторяю ряд с 3 столбиками, которые провязываются в один, то есть треугольные столбики с одним накидом. Здесь я хочу их прочередовать, чтобы они были в шахматном порядке, поэтому эти столбики мне нужно вывязать из петель, которые были провязаны в окошко. Вот и начинаю с первой петли. Накид, первый столбик, вот он, и еще 2 столбика в соседние точки. Первый не до конца, второй не до конца, 3 вместе, 2 воздушные. То есть повторяется предыдущий ряд. Снова накид, в точку по основанию, первый столбик, второй столбик, третий столбик. Все эти столбики вместе, 2 воздушные. Смотрите, они получаются над окнами прошлого ряда.
треугольник, треугольник, треугольник над этим треугольником. Поэтому узор будет смотреться гармонично и очень аккуратно. Продолжаю этот ряд. Далее снова ряд обвязки предыдущий. И можно перейти по аналогию к этому виду рядов, то есть к этому узору вернуться, как от основания. Вот, то есть повторяется с этой точки. Можете по видео переходить и повторять сколько угодно раз и навязывать изделия, как хотите, комбинируя эти виды узора. Мое изделие готово. На выходе потребовалось около 100-120 метров рафии. Размеры изделия 22 сантиметра ширина и 25 эффективная глубина. У меня подкладка мешочек. Очень здорово и рельефно смотрится узор. Прекрасно подойдет для изделий в любом размере. Здесь я использовала готовый регулируемый плечевой ремень. Но также у меня есть изделия поменьше, но здесь рафия потолще. Посмотрите, узор смотрится более колоритно и объемно. Здесь я вязала чехол для своей уже давно надоевшей сумочки под телефон. Посмотрите, как здорово смотрятся и на контрасте подобные изделия, и когда подкладка перекликается с цветом пряжи. Все необходимые ссылки оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!